Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимии. Сегодня мы будем смотреть расклад на тему «Новости на пороге». Какие будут новости? От кого будут новости? Что вы будете чувствовать, когда получите их? Новости про вас или про кого-то других? Вы можете загадать свой срок. Я не буду никакого срока загадывать. Мы будем ориентироваться именно на какие-то значимые новости, которые вы получите в ближайшее время. У нас будет три варианта. Первый вариант будет колода Аркус с Арканом. Второй вариант будет колода Ориент Таро Александра Данилова. И третий вариант будет вот эта красивая колода Таро Тоне Лелоне. Итак, 1, 2, 3. Нажимайте в тайминге тот вариант, который вам нравится больше. И давайте начинать. Все, кто выбрал первый вариант, всем привет. Так, давайте смотреть, что же за новости на пороге. Что там готовы постучаться уже в вашу дверь? Что там готовы уже постучаться в вашу дверь? Девятка кубков. Исполнение желания. Слушайте, ой, какая интересная история. Здесь про какую-то встречу новости. Здесь про встречу, здесь про переговоры, здесь может быть про знакомство или про выяснение чего-то, ну, как узнавание. Обмениваемся впечатлениями, беседуем, задаем друг другу какие-то вопросы, о чем-то разговариваем. Вот какая хорошая история. Во-первых, про деньги. Да, то есть история встречи, может быть, заключение каких-то контрактов, предложение каких-то сделок. В том числе, это может быть новость, которая не связана с деньгами напрямую, но может быть связано с деньгами косвенно как-то. Может быть, вам за что-то придется платить, да, что-то покупать, что даст вам, ну, в будущем еще какие-то более, может быть, значимые результаты. Может быть, у кого-то здесь про инвестиции какие-то вещи, заключение каких-то сделок. Но однозначно новость будет про встречу и про переговоры двоих людей. То есть там два человека будет. В общей сложности в этой истории, которая касается новостей, принимает большее количество людей, чем два человека. Но конкретно эта новость будет касаться встречи. Может быть, вашей встречи с кем-то, а может быть, еще встречи вашей и с каким-то человеком вы будете еще с каким-то третьим лицом встречаться. Вот так вот я могу сказать. От кого эта новость придет? Эта новость придет от мужчины. Причем от мужчины, который, в свою очередь, видимо, эту новость получит от кого-то. И с другой стороны, этот же мужчина, видите, у нас тут бумаги фигурируют где-то в процессе. Какая-то новость бумажного характера однозначно. Лицо здесь достаточно значимое, которое обладает не только властью такой вот на словах, но еще какой-то властью реальной. То есть это человек, который может что-то в своей жизни решать или в жизни других людей. Какая-то вот такая здесь интересная история. Что вы будете чувствовать, когда вы эту новость получите? Какие у вас будут эмоции, ощущения? Вдохновление, хотела сказать, и вдохновение. Ощущение эйфории, счастья, расслабленность, гармония. Вот выдохнуть, да, так, все, можно успокоиться, все хорошо, я чувствую себя хорошо, нет никаких проблем, нет никаких сложностей. Эта новость, которая придет, она все-таки будет про вас или про какого-то другого человека, или про каких-то других людей. Семерка мечей. И мне хочется сказать, что, наверное, эта новость будет не только про вас, но еще и про других людей, которые принимали вместе с вами участие в каком-то деле. Это такая здесь история. Здесь опять, видите, группа, почему-то здесь группа людей. Группа людей. Это будете точно вы и кто-то еще. Вы и кто-то еще. Но очень хорошая новость. Эта новость, это как вот в буквальном смысле посвящение, что ли, в рыцаре в каком-то аспекте. Это что-то такое невероятно хорошее и ценное для вас. И ценное как с материальной точки зрения, и жизненной, и здоровье в норме, и психика в норме, и ощущение победы такой вот. Прям какая-то очень приятная вещь, какая-то, может быть, связанная в том числе, опять же, с работой у кого-то, с работой, с выбором теперь конкретных каких-то поворотов. То есть вы будете планировать в своей голове, как вы будете действовать дальше, что вы будете делать. Кто-то даже, может быть, будет планировать дату поездок, куда поехать, как поехать. Причем сейчас, вероятнее, вы вообще, ну, судя по Луне, не понимаете, может быть, многие, о чем идет речь, или не понимаете, как ваше желание, которое у вас есть, может в жизни реализоваться.
То есть вы полагаетесь исключительно только на везение в каком-то смысле на судьбу. Вот. Слушайте, ребят, я вас поздравляю, первый вариант. Не знаю, что здесь будет, чего вы ждете, расскажите в комментариях. И обязательно приходите к нам учиться. С вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимия. Всем спасибо и пока-пока. Все, кто выбрал второй вариант, всем привет. Так, теперь смотрим ваши новости. Сразу колесо фортуны у меня выскакивает. Прям вот она, ваша значимая новость. Ваша значимая новость – это новость о поездке. Новость о позитивных каких-то переменах. Новость о том, что события начинают как-то быстро очень развиваться, и вам надо будет быстро на них реагировать. Какие-то здесь перемещения, движения, что-то вот прям такое будет какое-то двигательное, активное. С одной стороны, эта новость, она будет даже как-то вот, ну, шокировать вас, что ли. В каком-то смысле вы будете переживать еще, будете думать много, какие-то расстройства у вас будут из-за этого. Но это такие расстройства, мне хочется сказать, какие-то просто вот как тревожные, что ли, как тревога какая, как все пройдет, а как все будет. Потому что речь здесь идет о какой-то информации, о встрече. Понятно, как говорится, что ни черта непонятно, ребята. Вот дом у нас, дом. В тройке мечей, в допах у нас выходит дом. В общем, новость будет касаться дома. Дома, поездок, но будет почему-то сопряжена, ну, как с переживаниями. То есть, может быть, окажется, что вообще зря переживали, что все гораздо проще, чем вам казалось. Может быть, какая-то здесь такая история. А любовники у нас здесь про что? Про деньги. Про деньги. Здесь деньги. Не знаю, что тут за новость интересная, но она касается в том числе, может быть, поездки. В том числе, может быть, какой-то поездки. Какая-то вот такая тема. Ну, хорошо. От кого придут эти новости? От кого придут эти новости? Я так думаю, что они ни от кого не придут в десятки жезлов. Эти новости как будто бы вы можете увидеть, узнать сами. Ну, то есть, как будто вы контролируете какой-то процесс. И вы сами эти новости увидите. Тут ощущение у меня, что у меня в этом варианте, вы знаете, о чем я говорю точно, потому что сейчас десятка жезлов – это какое-то дело, которое вы контролируете. Реализация этого дела зависит исключительно от вас, от степени вашего контроля, от ваших действий, что вы предпринимаете, какие шаги. Может быть, в том числе эта новость еще, ну, как-то вот связана с мужчиной. Может быть, на вас кто-то работает, кто-то помогает вам что-то делать, и этот человек вам сообщит эту новость. Но мне хочется сказать, что в десятке жезлов все-таки это не кто-то, это вы. Она спонтанно, как придет лично вам, не от кого-то, да, видите, туз мечей, как вообще информация какая-то. Может быть, вы получите письмо, в том числе от какого-то абстрактного человека, который, ну, просто как передатчик. Но эта новость – это то, что вы знаете, то, что вы делаете, то, что вы контролируете. Что вы будете чувствовать, когда получите эти новости? Невероятное счастье. Во-первых, такое ощущение, что вы эту новость сообщите сразу какой-то женщине. Если эта женщина, вы и новость про вас, но имеется в виду, что вот вы сама женщина, и вы понимаете, что это вот все, что я рассказываю про вас, то вы будете чувствовать себя вау, блин, какая же я умница, какая же я умница, если вы мужчина, какой я молодец, и я сейчас вот расскажу, и она прям растает, расцветет и скажет: ах ты мой котеночек, ах ты мой муреночек, красивый мой. Будете чувствовать счастье, безусловно, счастье, 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 больше ничего здесь не могу сказать. Эта новость будет про вас или про других людей, про вас или про других людей. Эта новость, мне кажется, будет про вас, про то, чего вы ждете. Давно ждете. Вы давно чего-то ждете. Спите, вы не можете повлиять на эту ситуацию, у вас нет способов и средств на нее влиять целенаправленно. Вы сделали какое-то определенное дело, и вот, видимо, ждали, пока оно разрешится. Вот оно разрешится, и все дороги открываются. На дне колоды у нас семерка кубков, мечты. Мечтайте, потому что все мечты, которые вы сейчас действительно хотели бы реализовать в своей жизни, то, о чем вы думаете, то, чего вы хотите, все оно сбудется. Ведь у нас сила, то есть внимание, концентрация, выносливость, терпение, настойчивость, упорство. Вот это все в конечном итоге приведет вас к большому успеху. Поэтому, ребят, я вас поздравляю. Расскажите потом в комментариях, что же это такое, мне очень интересно. Приходите учиться. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимии. Пока-пока и до новых встреч.
Все, кто выбрал третий вариант, всем привет. Давайте смотреть ваши новости на пороге. Что же там у вас за новости на пороге? Что же это такое? Итак, какие новости? Новости. Сразу у нас жрица. Возможно, новости про выздоровление. Может быть, у кого-то новости про маму, или про подругу, или про взрослую дочь, про выздоровление. Может быть, у кого-то дети, не знаю, планируют куда-то поступать, и вот им придет какое-то сообщение такое про поступление или про вас. То есть здесь как достижение какого-то очень положительного исхода, как в вопросах обучения, так и в вопросах лечения болезни. Ну и вообще, в принципе, в целом, это новость про женщину, про какую-то историю, которая была, ну, может быть, непонятна. Непонятна, потому что она была неизвестна. Какая-то вот новость такая, связанная, не знаю, с обучением, с исцелением женщины. Давайте смотреть, что же это вообще конкретное, да, то есть начало какой-то работы, может быть. Здесь, сейчас мы достали пажа жезлов императора, я хочу сказать, что для многих женщин и для мужчин, у кого сейчас нет пары, это благоприятная новость, потому что это новость о встрече какого-то партнера, с которым вы сможете создать в будущем отношения. Для многих людей, которые сейчас нуждаются в поиске работы или хотят повышения по службе, в том числе, эта новость будет тоже касаться и вопросов предложения должности, и повышения должности. Но еще может быть такой акцент в этих трех картах, как изменение в работе, когда вам в компанию придет новый руководитель. И вы пока еще не знаете о том, что у вас планируется смена в руководстве, но вот она случится, будет новый какой-то человек. Что вы оставим уже, раз я начала про что? От кого эта новость придет? От кого придет эта новость? Эта новость придет от группы людей, как будто будет, не знаю, заседание, консилиум, врачей, заседание совета директоров, заседание совета учредителей, коллективный какой-то, не знаю, какое-то коллективное решение. Эта новость придет как от сообщества, от людей. Не то, чтобы она была сама по себе, именно вот от чего-то. Но в том числе мне хочется сказать, что в этой пятерке жезлов, опять же, есть какая-то история про лидерство, да. Может быть, здесь реально какая-то забастовка будет, в ходе которой люди там требуют, не знаю, повышения зарплаты, потому что карта такая вот про трагизм, про нищету, такой про сложный период жизни, и какой-то лидер неформальный это выдвинет там свою кандидатуру во что-то. Здесь как оппозиция, какие-то оппозиционные течения, процессы внутри чего-то, которые в конечном итоге вот приведут в исполнение какие-то совершенно другие вещи. Вот. Но в том числе, опять же, говорю, вот консорциум, не знаю, вы узнаете это. Можете ли вы действительно быть в этой новости активным действующим лицом? Шут. Не знаю, мне хочется сказать, нет, не вы. Это какая-то внешняя новость, это не вы. Это новость от людей, которые как вот, ну, выше, что ли, вас, от которых вы зависите. От которых, может быть, зависит ваша судьба, не знаю, как сказать. Но что вы будете чувствовать, когда эти новости получите? Король кубков. Удовлетворение, успокоение, уверенность в себе, что вы были правы, вы все понимали правильно. Во-первых, у нас здесь король кубков, то есть однозначно, если мы возвращаемся в самое начало, к тому, о чем я сказала, что многие одинокие люди встретят человека-спутника или спутницу жизни, то король кубков здесь нам говорит о том, что я буду чувствовать глубочайшее удовлетворение от того, что я женат или я замужем, я в браке, рядом со мной человек, который я люблю и который меня любит. Если мы говорим про работу или про какие-то другие вещи, то это ощущение удовлетворения. То есть как все желания исполнились. Я счастлив или я счастлива, я знала или знала, что так будет. Вот там я тебе говорила или я тебе говорила. А ты, дескать, мне там не верил, что-то еще, потому что эта новость, которая случится, вероятно, она вызывала много конфликтов между вами и какими-то другими людьми. Вот эта новость, которая придет, она будет касаться непосредственно вас, вот лично вас, или будет касаться кого-то другого. Пятерка мечей.
Опять у нас тема борьбы, да, нет, она будет касаться лично вас. Это новость для вас и лично про вас. Почему? Потому что она рассказывает о какой-то безоговорочной вашей победе. Вы достигли того, чего вы хотели. Вы будете испытывать удовлетворение от этого. Ну, какое будет после этого послевкусие, другой вопрос, потому что 5 мечей, она накладывает на нас определенного рода обязательства, которые касаются осознания. То есть я получил то, что я хотел, это классно, это круто, там, но какое-то вот иногда остается там дурное послевкусие, да, что вот, может быть, можно было как-то поступить иначе. Но здесь эта новость однозначно про вас. Это про ваше одиночество, это про вашу дистанцию, про то, что, может быть, вы долго не могли чего-то иметь, то, что вы хотели. Про какой-то долгий поиск. Такое ощущение, что в 3-м варианте был какой-то очень долгий путь, долгий поиск к чему-то, может быть, к самому себе, к самой себе, к какой-то цели. Но в конечном итоге история завершится однозначно благополучно, потому что 9 Пентаклей у нас карта про хорошую, довольную, сытую жизнь, про наследование, вообще про разные профиты. Да? На дне колоды опять 7 кубков. Да что будешь делать? У нас какие сегодня все семерочники. Во 2-м варианте тоже на дне колоды была 7 кубков. Посмотрите 2-й вариант. Вот, поэтому здесь, ребята, перед вами большие открываются возможности. Эти возможности однозначно, смотрите 2-й вариант, там тоже была 3 мечей, примерно в такой же ипостаси. Эти возможности однозначно как-то вот, ну, ранят, что ли, ваше сердце. Ну, ранят ваше сердце вот в каком контексте? Вы, может быть, вы думали, что будет все гораздо хуже. Может быть, гораздо вот хуже как-то будет. Здесь какие-то финансовые вопросы тоже будут на авансцене. Что-то быстро надо будет решать, настойчиво как-то. Это будет немножко пугать и тревожить. Может быть, будете думать, как делать и что делать. Но вот в конечном итоге вы справитесь со всеми задачами. Слушайте, не знаю даже, что смотреть дальше. Здесь тема про реализацию, достижение каких-то желаний. Вот исполнились все мечты, все, что вы ждали, ваши ожидания, все это ожидание завершается. И наступает мир, покой. Видите, здесь у нас аптека, а здесь у нас обувь. То есть и ноги исцелится, и, видимо, состояние здоровья полностью исцелится тоже. Да? Настанет благодать. Вот такие дела. Так что я вам всем желаю успеха и удачи. Расскажите в комментариях, каких новостей вы ждете. Подписывайтесь на канал и, конечно же, приходите к нам учиться. А с вами была Вероника Никитенко и Центр Алхимии. Пока-пока и до новых встреч.